Всем панкейк, друзья! Держу пари, вы даже не подозревали, сидя теплым летним вечером на берегу озера с палатками, что прямо сейчас у вас под кожей созревает новая жизнь, которая станет в ближайшем будущем отправной точкой в лечении тяжелейшей инфекции. Сегодня расскажем подробнее об этом пугающем соседе и других опасных и даже смертоносных насекомых. Вперед! Гигантский азиатский шершень-убийца. Среди всех азиатских насекомых шершень Веспа мандариния является одним из самых знаменитых. Это неудивительно, хотя бы потому, что огромные размеры делают его чрезвычайно заметным. Огромная оса с длиной тела в 5 сантиметров и размахом крыльев до 6-7 сантиметров как-то сама собой приковывает к себе внимание туриста или путешественника. Недаром в азиатских странах это насекомое называют еще пчелой-воробьем за внушительные размеры. Кроме всего прочего, азиатский гигантский шершень – гроза всех медоносных пчел, поэтому пасечники Таиланда, Индии и Японии регулярно терпят от нашествия этих хищников серьезные убытки. Для добычи пищи шершни практически никогда не используют свое ядовитое жало. Они убивают других насекомых мощными челюстями, которыми буквально крошат хитиновые покровы своих жертв. Азиатский гигантский шершень очень ядовит. Его яд считается одним из самых токсичных среди всех насекомых вообще. Каждый год в Японии от укусов гигантских шершней гибнет около 40 человек. Таким образом, шершни здесь устанавливают своеобразный антирекорд. Такими показателями не может похвастаться ни одно другое дикое животное. Муха ЦЦ. Африка. Прекрасный континент, полный удивительных сюрпризов, чудес и ужасов природы. Бегемоты-убийцы, слоны-мстители, крокодилы-людоеды и прочие ребята, что жаждут полакомиться чужой плотью. Но среди всем известных альфа-хищников затесалась маленькая муха ЦЦ, которая убивает больше людей, чем все вышеперечисленные товарищи вместе взятые. С первого взгляда это коварное создание вовсе не выглядит монстром. Серое волосатое тельце в сантиметр длиной, прозрачные крылья, красноватые глаза. Но присмотрись, и ты заметишь на голове насекомого смертоносное оружие – острый хоботок, который торчит вперед как шпага. С помощью этого клинка возмездия мухи добывают себе пищу, кусая всех подряд. Он-то и несет смерть невинным. Чаще всего жертвами ЦЦ становятся крупные животные. Надоедливые создания насаждают всем, от грызунов до королей львов. Впрочем, существует и обратная сторона медали. Мухи ЦЦ веками охраняли от нашествия людей множество уникальных природных экосистем, оберегая их от антропологической деградации и уничтожения. Возможно ли, что ЦЦ – это не безжалостные киллеры, а золотая гвардия Черного континента, что стоит на страже биоразнообразия? Кто знает? Плюющийся черный толстохвостый скорпион. Скорпионы – один из самых древних обитателей на нашей планете. Они относятся к классу паукообразных. Большинство людей мало знают о них. Они вызывают неприязнь и даже страх. Скорпион способен контролировать количество выпускаемого яда. Полную порцию выпрыскивает только для самообороны. Черный толстохвостый может плеваться ядом на расстоянии до 1 метра. По эффективности его сравнивают с цианидом. Он угнетает усвоение кислорода, может возникнуть удушье. На месте ужаления наблюдается интенсивная боль, покраснение и отек, а также нарушение работы сердца, внутреннее кровотечение, нарушение зрения и проблемы с дыханием. Смерть в основном происходит с остановкой дыхания, сердечной недостаточностью и шоком. При оказании своевременной медицинской помощи восстановление организма после укуса скорпиона происходит в среднем за 7-10 дней. Гусеница ланомия. Ее называют ленивым клоуном. Вот только вряд ли она кого-нибудь рассмешит, если коснется своим шипом.
И уж будет совсем не до смеха, когда после прикосновения, даже очень легкого, у человека начнутся внутренние кровотечения и другие опасные реакции организма. Знакомьтесь, ланомия обликуа, или просто ланомия, самая опасная гусеница в мире. Ленивый клоун любит тепло, а потому его чаще всего можно встретить в лесах Бразилии, Уругвая, Парагвая, Аргентины. Самое неприятное заключается в том, что гусеница так умело маскируется, что ее невозможно сразу заметить. Именно поэтому многие люди случайно дотрагиваются до дерева или листвы, никак не ожидая, что там находится неприятный сюрприз. Более того, гусеницы живут колониями, поэтому можно столкнуться сразу с несколькими ланомиями одновременно. Нередки случаи, когда, находясь на листьях, ланомия может сорваться вниз, и если под деревом оказался человек, прикосновение к гусенице неминуемо. А это и есть наибольшая опасность, ведь в ней содержится мощнейший токсин. Почему же встреча с ланомией может привести к плачевным последствиям? Все дело в наростах, похожих на еловые ветки с шипами, которые находятся на тельце этого создания. Именно с их помощью в кровеносную систему человека проникает опасный яд. Конечно, природа позаботилась о том, чтобы этот вид гусениц выживал в естественной среде и вряд ли задумывала превратить ленивого клоуна в маленького убийцу. Но, тем не менее, это случилось. Индийские красные скорпионы. Существует около 1500 видов скорпионов, из которых только несколько десятков ядовиты. Индийский красный скорпион является самым смертоносным из всех. До 40% жертв, которых он ужалит, погибают. Этот скорпион представляет собой серьезную проблему, особенно в Индии, Шри-Ланке и Непале, поскольку он часто встречается возле человеческих жилищ, где играют босоногие дети. Скорпионы – застенчивые ночные паукообразные, которые жалят, когда чувствуют угрозу. Несмотря на длину менее 8 сантиметров, индийский красный скорпион производит мощный яд, который вызывает сильную боль, рвоту, потливость, одышку и чередование высокого и низкого кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Яд поражает дыхательную систему и сердце и может привести к смерти от отека легких. Противоядие практически бессильно, хотя было установлено, что лекарство от артериального давления прозазин снижает смертность до 4%. Несмотря на опасность, которую они собой представляют, индийских красных скорпионов часто держат в Индии в качестве домашних животных. Может быть, потому что они, как и большинство скорпионов, светятся под черным светом. Черная вдова. Откуда это, казалось бы, на первый взгляд, безобидное животное получило такое яркое и пугающее название? Все дело в коварстве самки-паука «черная вдова». Ученые предполагают, что делает это она из-за недостатка белка, который ей так необходим при откладывании яиц. Во всяком случае, именно такая печальная картина всегда происходит в лабораторных условиях. Там самцу невозможно скрыться от самки. В природе иногда самцам все-таки удается осторожно подкрасться, оплодотворить самку и остаться живым. Очень интересно наблюдать за танцем самца черной вдовы. Он пытается танцевать шикарный паучий танец, чтобы дать понять паучихе, что он не еда, а ее половинка. Каннибализм преследует черную вдову с самого начала жизни. Из 1000 яиц, отложенных самкой, удается выжить лишь немногим. Все остальные поедаются себе подобными еще зародышами. Укусы черной вдовы опасны. Они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм. Через час после укуса нейротоксин под названием аллотротоксин распространяется по лимфатической системе жертвы. Возникает крайне болезненная судорога мышц живота. Возможно рвота, обильное потоотделение, жажда. Однако при надлежащем лечении болезнь, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Гусеница мегалопиджа. Гусеница фланелевой моли Мегалопиджа перкуларис – бабочки из семейства мегалопигиды.
Фланелевой ее зовут за густые короткие волоски, покрывающие тело взрослой особи и по текстуре напоминающие фланель. По мере взросления они приобретают вид растрепанно свалявшийся и смахивают на розеточных морских свинок. В этой повышенной лохматости видимость хвоста исчезает. А еще шутники иногда сравнивают гусениц этого вида с прической известного американского политика Дональда Трампа. Так вот, сам мех не опасен. Состоит он из щетинок, похожих на волосы, а при большем приближении на еловые веточки. А вот под мехом скрываются полые шипы, заполненные ядом. Из-за них гусеница фланелевой моли считается одной из самых ядовитых гусениц Северной Америки. Ее тело покрыто бородавками, железистыми разрастаниями на коже. В них находятся ядовитые железы. Бородавки украшены шипами. При соприкосновении с кожей человека верхушка шипа в нее втыкается и обламывается, а яд попадает на кожу. На канале есть ролик про самые опасные породы собак, ссылка в описании. Место укуса краснеет, разогревается и очень болит. Одни пострадавшие сравнивают боль с болью от перелома, другие – с болью от ожога или удара молотком. Желтый скорпион. Желтый скорпион – еще один очень ядовитый скорпион, обитающий от Северной Африки до Ближнего Востока и Центральной Азии. Один укус вряд ли убьет здорового взрослого, но он может оказаться смертельным для детей, которым в таком случае требуется огромное количество противоядия. Врачи, которые редко имеют дело с укусами скорпионов и змей, часто совершают ошибку, полагая, что ребенку требуется меньше противоядия, поскольку у него меньше масса тела. На самом деле, детям требуется его гораздо больше, потому что соотношение яда к массе тела намного выше, чем у взрослых. Яд желтого скорпиона представляет собой смесь 4 мощных нейротоксинов, которые могут вызвать сердечную недостаточность. В 2010 году старший сержант ВВС Моник Манро Харрис была ужалена желтым скорпионом в Киркуке, Ирак, после чего ее отправили на авиабазу в Баладе, а затем в Германию. Кровяное давление у нее несколько раз падало почти до нуля во время полета, прежде чем ей ввели противоядие. Ее позывной теперь «Королева скорпионов». Яд желтого скорпиона также славится тем, что является самой дорогой жидкостью в мире. Его стоимость составляет $39 миллионов за галлон, примерно 3,8 литра. Все дело в том, что его трудно получить. Чтобы добыть галлон яда, нужно подоить около 2,64 миллиона скорпионов. Другая причина, по которой он такой дорогой, заключается в том, что он показал свою эффективность в лечении рака мозга, артрита и заболеваний костей. Клещи. Клещи – не только довольно неприятные и опасные создания, но и одни из самых древних представителей животного мира нашей планеты. Они существовали еще задолго до появления первых динозавров, пережили этих гигантских ящеров и вполне вольготно чувствуют себя и в наше время. Многие ошибочно полагают, что клещи являются насекомыми. На самом деле это не так. Они входят в отряд паукообразных. А еще у клещей отсутствуют не только крылья, но и глаза. Однако для них это вовсе не проблема. Не имея глаз, клещи прекрасно ориентируются в пространстве при помощи развитого сенсорного аппарата. И, к слову, благодаря этому аппарату, они в том числе способны почуять запах своей возможной жертвы на расстоянии до 10 метров. Укус клеща весьма опасен, так как они могут быть переносчиками разных болезней, особенно энцефалита. Несмотря на свою неприхотливость в пище, они могут быть и невероятно прожорливыми, и порой даже могут увеличиваться в своем весе до 120 раз. По счастью, есть у клещей и естественные враги, которые их поедают, и тем самым оказывают пользу для потенциальных жертв этих паразитов. Врагами клещей в природе являются муравьи, некоторые ящерицы и птицы, пауки, лягушки, осы и стрекозы.
Скалопендры. Скалопендры не самые приятные существа, и от встречи с ними никто не застрахован. Многие виды этих членистоногих ядовиты, а какие-то приспособились жить совсем рядом с нами, в квартирах. В зависимости от вида и возраста, укус скалопендры может иметь для человека самые разные последствия, вплоть до летального исхода. При этом самки более ядовитые, чем самцы. Скалопендры, которые обитают в Крыму, в частности на Тарханкуте, могут ужалить очень болезненно. Мне в кроссовке на мысе Сарыч заползла скалопендра сантиметров 30, рассказал местный житель Александр. Я от боли в одно мгновение обувь содрал, не развязывая шнурков. Укус пчелы по сравнению со скалопендрой примерно как укус комара по сравнению с осой. 2 дня держалась высокая температура. Напав на жертву, скалопендры оборачиваются вокруг добычи и ждут, когда начнет действовать яд. Лишь после этого они приступают к трапезе. Впрочем, и у многоножек имеются враги, готовые ими полакомиться. В частности, за ними охотятся змеи. А вот кошкам и крысам, которые при первой возможности съедают многоножек, лучше этого не делать. Дело в том, что внутри скалопендр всегда живут паразиты, опасные для этих животных. Бразильский странствующий паук. Бразильский странствующий паук – смертельно ядовитый паук, которого можно случайно купить вместе с гроздью бананов, хоть и шанс крайне мал. Мы часто говорим о жутковатых и опасных для человека животных, но лишь единицы из нас встретятся с ними вживую. Мало кому из слушающих этот текст повезет прогуляться по центральным областям Монголии, поесть арктический снег или провести время с аборигенами в глухих южноамериканских джунглях. Но бразильского странствующего паука это не тревожит. Одно из самых ядовитых членистоногих на планете доберется до вас сам. Этот хищник умудрился собрать в себе полный комплект неприятных для человека качеств. Во-первых, он просто огромен. Длина туловища средней самки приближается к 5 сантиметрам, а размах ног может достигать всех 18. А еще странствующий паук очень любит странствовать. Настолько, что способен переехать из родных бразильских лесов на другой континент. Обычно восьминогий ползает по тропическим лесам, но он прекрасно себя чувствует в городах и на сельхозугодьях. Особенно сильно паук почему-то облюбовал банановые плантации. Малярийный комар. Всем знаком неприятный комариный писк, услышав который, человек начинает размахивать руками, отгоняя надоедливое насекомое. Но это не всегда позволяет избавиться от кровососа. Укус обычного комара у здорового человека вызывает припухлость, которая со временем, как правило, проходит сама собой. Последствия же укуса зараженного малярийного комара не ограничиваются прыщиком. Что же это за насекомое, приносящее неприятности своей жертве? Ученые многих специализаций работают над исследованием болезней, которые переносят малярийные комары. Первой по распространению является малярия. В африканских странах она ежегодно уносит более 1 миллиона детских жизней. Основными разносчиками тропической малярии выступают самки Anopheles gambiae. Вторая по масштабности группа заболеваний, вызванная большим количеством нитчатых червей. Всасываясь в кровь зараженного через рот, комар переносит их здоровым людям. В результате они закупоривают сосуды, образовывают тромбы, способствуют накоплению лимфы в руках или ногах, отчего их раздувает до огромных размеров. Развивается слоновая болезнь. Крысиные блохи. Крысиные блохи – это паразиты, живущие на грызунах, и они являются главными переносчиками бубонной чумы. Они также служат хозяевами для ленточных червей, которые через отложенные яйца передают опасные для жизни человека заболевания. Кровососы не могут находиться на туловище хозяина все время. Крыса играет роль столовой комнаты, куда паразиты приходят принять пищу. Насытившись, блоха спрыгивает с грызуна и возвращается на постоянное место обитания. Чаще всего кровососы селятся в крысиных гнездах,
чтобы иметь постоянный доступ к телу жертвы. Эти паразиты могут питаться не только кровью крыс. Люди и домашние питомцы также становятся жертвами крысиных блох. Причем их укусы отличаются сильной болезненностью. В отличие от своих родственников, паразиты крыс не выпускают обезболивающего фермента. Крысиные блохи активно разносят такие опасные болезни, как сальмонеллез, крысиный сыпной тиф, бруцеллез, туляремию, энцефалит, сибирскую язву и чуму. Именно крысиные блохи стали главными виновниками эпидемии чумы, сократившей население Европы на целую треть в средние века. Укус крысиной блохи напоминает такую игру, как русская рулетка. Здесь главный вопрос тот же – пронесет или нет. Человеческий овод. Вы еще помните о летнем палаточном отдыхе и созревающей под кожей жизни? Человеческий овод откладывает личинки, которые могут быть опасными для жизни человека. Личинок овода, известного также как тарсала или американская тресковая муха, могут переносить москиты и клещи. Когда комар, несущий личинку овода, садится на кожу, он сбрасывает личинку и оставляет ее. Через несколько дней эта личинка развивается под слоем кожи и может вызвать серьезную инфекцию, если от нее немедленно не избавиться. Личинка овода в человеке – это паразитарное явление, которое вызывает значительные нарушения работы организма. Наиболее распространенные последствия – нагноение, некроз тканей, воспаление кожного покрова, нарушение работы системы жизнеобеспечения, интоксикация. Аргиопа. Крупный ядовитый паук, женские особи которого достигают 3 см в длину. Встречается по всему земному шару, за исключением полярных зон. Самки аргиопы отличаются яркой черно-желтой окраской туловища, черным цветом головы и длинными ногами. Самцы имеют гораздо более мелкие размеры, не более 5 мм, и скромный окрас. Многие спрашивают, аргиопа брюниха ядовитая или нет? Конечно, ядовитая, ведь своим ядом она убивает своих жертв. Другое дело, что в большинстве случаев для человека этот яд практически не опасен. Последствия неосторожной проверки паука на скорость реакции могут быть разными. У большинства взрослых людей наблюдается небольшое распухание кожи вокруг укушенного места, которое через час-другой пропадает и даже не чешется. В некоторых случаях покраснение и опухание может спасть только через сутки, а само место укуса сильно чесаться. Встречное направление. Как гулять и спать, зная, что ты настолько не одинок? На самом деле, проживая в конкретном регионе, мы знаем о мерах предосторожности. Когда едем в другие регионы, важно заранее изучать населяющую там флору и медикаменты, которые было бы полезно иметь при себе. Тогда вы будете защищены от внезапных гостей. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо всем за то, что смотрели нас. Будьте внимательны к своей жизни и добры к людям вокруг. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!